Привет! Сегодня поговорим об интервальном голодании и о том, как повысить ясность сознания и остроту ума. Есть замечательное исследование о пользе интервального голодания для определенных отделов мозга. Ссылки будут в описании. Один из важнейших отделов называется гиппокамп. У нас их два, с левой и с правой стороны. Гиппокамп по-гречески означает «морской конек», потому что гиппокамп на него похож. Он тесно связан с усвоением информации, с памятью и ориентированием в пространстве. Что это значит? Это способность определять свое местоположение в окружающей обстановке, вроде своего рода GPS-навигатор. Людям с деменцией и Альцгеймером бывает очень трудно понять, где они находятся в той или иной обстановке. Они могут заблудиться на парковке, они будто потеряли навигатор. И прокачав гиппокамп, можно улучшить свою способность к обучению. Можно даже увеличить число синапсов в мозге. Можно вырастить новые нервные клетки. Это потрясающе. Можно замедлить процесс старения. Можно улучшить память. Иногда можно улучшить и эмоциональное состояние. Гиппокамп действует как переключатель между разными эмоциями. И, конечно, улучшить способность ориентироваться в окружающей обстановке. Опыты на животных показали любопытную вещь. Если повредить гиппокамп, животное становится гиперактивным и испытывает трудности в обучении. Звучит знакомо, у детей также. Вопрос в том, что приводит к повреждению этого отдела мозга. Стресс. Высокий уровень кортизола. Есть болезнь, для которой характерен высокий кортизол, синдром Кушинга. При нем поражается и гиппокамп. Один из симптомов — деменция и проблемы с памятью. Это может происходить от стресса. Дефицит витамина В1 может вызвать проблемы с гиппокампом. Если погуглить информацию про дефицит витамина В1, один из побочных эффектов — ослабление памяти. Кроме того, высокий уровень сахара и инсулина тоже могут повредить гиппокамп. Поэтому одним из симптомов, например, диабета, является деменция. И так совпало, что высокий сахар и инсулин истощают запасы В1. Высокий кортизол тоже их истощает. То есть витамин В1 жизненно важен для нормальной работы гиппокампа. А лучший источник витамина В1 — это пищевые дрожжи. Вот что я рекомендую. Они продаются в форме таблеток. Они могут оказать огромную помощь тем, кто хочет улучшить вот это. Другой очень важный момент — аэробные упражнения. Я говорю про долгие прогулки, большие количества кислорода, низкие нагрузки. Это очень полезно для борьбы с повреждениями гиппокампа. Что касается интервального голодания, я рекомендую начинать с трехразового питания, строго без перекусов. Перекусы сводят на нет пользу от интервального голодания. Добавляйте жиров в рацион, чтобы дольше обойтись без еды. Затем постепенно исключайте завтрак. Зачастую вы уже не будете голодны по утрам. Не ешьте, если не голодны. Организму не нужно есть каждые 1,5 часа, если сахар в крови в порядке. Далее у вас уже двухразовое питание. Затем надо постепенно сужать дистанцию между этими приемами пищи, примерно с 8 часов до 6 часов, а в итоге до 4. То есть, если вы будете есть в 1 дня и в 5 вечера, это будет отлично. А если вы хотите пойти еще дальше, то можете перейти к одноразовому питанию. Это принесет значительную пользу вашему гиппокампу. Особенно если у вас есть какие-то из этих проблем с памятью, с ориентированием или усвоением информации. Вы заметите большие улучшения. Что ж, на этом все. Примените это на практике и оставляйте комментарии.